Канал Валерия Табакова представляет «Мобилизация в Украине. Вопросы законности и общественные дискуссии». Сегодняшняя тема нашего видео – мобилизация в Украине, а именно методы ее проведения и возникающие вопросы законности. В последние месяцы в обществе все чаще звучит термин «бусификация», обозначающий насильственное помещение военнообязанного в транспортное средство с последующей его доставкой в территориальный центр комплектования, или ТЦК. Но насколько законны такие действия? Какие статьи уголовного законодательства могут применяться в случае нарушений? Давайте разберемся. Первое, что нас интересует, это законодательное регулирование мобилизационного процесса. Мобилизация в Украине регулируется постановлением Кабинета министров Украины номер 154 от 23 февраля 2022 года, согласно которому деятельность ТЦК координируется и направляется Министерством обороны Украины. ТЦК подчиняются оперативному командованию в зависимости от военно-административного деления страны. Общее руководство мобилизацией осуществляется командованием сухопутных войск, Генеральным штабом и Министерством обороны. На сегодняшний день ключевыми фигурами, несущими ответственность за процесс мобилизации, являются министр обороны Украины Рустем Умеров, начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко, верховный главнокомандующий президент Украины Владимир Зеленский. Второе. Общественные вопросы, законность и прозрачность мобилизации. В Украине продолжаются общественные дискуссии о методах мобилизации. Многие граждане сообщают о случаях принудительного вручения повесток, насильственного задержания на улицах и применения физической силы сотрудниками ТЦК. С юридической точки зрения подобные методы вызывают вопросы, поскольку призыв должен осуществляться на основании законных повесток. Физическое принуждение к мобилизации незаконно и может быть обжаловано. Граждане имеют право обращаться в суд и в правоохранительные органы. Какие статьи могут применяться при нарушениях? При наличии доказательств незаконных действий можно рассматривать применение следующих норм Уголовного кодекса Украины. Статья 371 «Заведомо незаконное задержание». Статья 146 «Незаконное лишение свободы». Статья 127 «Пытки при применении физического или психологического насилия». Статья 364 «Злоупотребление властью или служебным положением». Статья 426.1 «Превышение власти или служебных полномочий военнослужащим». Третье. Роль религии и морально-этические вопросы. Некоторые общественные деятели и аналитики выражают мнение, что в контексте мобилизации стоит рассматривать морально-этические аспекты, включая влияние вероисповедания на принятие решений. Как известно, этика тесно связана с религией, и вопрос о том, насколько руководители мобилизационных процессов разделяют моральные ценности большинства граждан, является объектом дискуссий. Например, министр обороны Рустем Умеров – этнический крымский татарин, а начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко – азербайджанец. Оба, по данным открытых источников, исповедуют ислам. Президент Украины Владимир Зеленский – этнический еврей. Возникает вопрос, имеет ли значение религиозная принадлежность в контексте мобилизационной политики? Является ли отношение к военнообязанным следствием индивидуальных мировоззренческих позиций? Эти вопросы пока не имеют однозначного ответа, но они поднимаются в общественном пространстве. Четвертое. Общественный контроль и прозрачность. На фоне массовых дискуссий вокруг мобилизации вполне обоснованным представляется требование прозрачности мобилизационного процесса. В частности, открытая статистика по мобилизованным гражданам. Публикация данных о процентном соотношении мобилизованных по регионам и социальным группам. Независимый мониторинг законности мобилизации. Прозрачность информации позволит снизить уровень общественного недоверия и сделает мобилизацию более справедливой. Таким образом, друзья, вопросы мобилизации в Украине остаются чувствительной темой, требующей соблюдения законности, прозрачности и уважения к правам граждан. Общественные дискуссии показывают, что морально-этические аспекты мобилизации, включая роль религиозной принадлежности чиновников, становятся предметом обсуждения. Однако ключевым аспектом остается юридическая оценка методов мобилизации и необходимость соблюдения конституционных прав граждан. Пока остается открытым вопрос,
Будут ли проведены реформы для обеспечения большей прозрачности мобилизационного процесса? Или хотя бы ротация ключевых чиновников? Однако уже сейчас украинское общество проявляет повышенный интерес к гарантиям соблюдения прав человека в ходе мобилизации.